Друзья, здравствуйте! Буду рассказывать инструкцию по использованию огненно-пенной трубки. Расскажу о каких-то моментах, тонкостях, о возможных каких-то неисправностях, которые очень легко устранить. Я, в принципе, не знаю такой неисправности с огненно-пенной трубкой, которую было бы очень сложно устранить на месте, практически их нет. Значит, начнем мы с того, что вот вы ее получили, и вам нужно ее, естественно, собрать. Комплект самой трубки состоит из 2 баллончика, вот они, к ним мы еще вернемся, сама трубочка, вот такое вот колечко, внимание, его нельзя терять, оно нужно, вот такая вот кнопочка и, соответственно, насадка. Начну я, наверное, с того, как нам установить баллон. Вот у меня уже есть баллон, которым пользовались. Я беру колечко, надеваю колечко вот так, вот таким вот образом, чтобы получилась вот такая вот история. Вот тут Алексей мне помогает, чтобы было хорошо видно. Смотрите, скос вот этот вот, он смотрит в противоположную сторону от баллона. Теперь в трубку, вот с одной стороны, видите, резьба. Вот здесь она, с другой стороны полая трубочка. Вот со стороны, где полая трубочка, я вот так вставляю, раз, все вставилось. Теперь беру кнопку. Сразу о кнопке, скажу, что иногда она заходит туговато. Это происходит тогда, когда вы чаще всего ставите неровно. Вот, кстати, сейчас у меня трубку вставить не получится, потому что, видите, кольцо встало неправильно. Еще разочек. О, вставила колечко. Вот оно. Прям взяли, туда проводили, все встало. И теперь, смотрите, вот здесь, если вы будете давить на одну сторону, то может закусить резинку и криво встанет трубочка. Вставляете кнопочку, вы аккуратно, вот так, раз, хоп, все, она встала. Либо вкручиваем. Либо вот такими вот движениями, как вкручивающими, вот такими я достаю. То есть вот, вкрутили. И также вы можете ее оттуда достать. Собственно, вот сейчас трубка готова к использованию. Про особенности эксплуатации именно в процессе надувания пузырей я хотела сказать. Вы уже поняли, что внутри этой трубки, примерно вот на этом вот уровне, примерно здесь, находится вот это вот кольцо, которое мы надели на баллон. Топить трубку в пену, в мыло глубже, чем вот это кольцо, я не рекомендую. У вас полезет тогда не огненный пузырь, а огненная пена. И часть трюков выпадет. Нельзя этого делать, вы трубочку можете обмакивать в жидкость вот примерно вот на такой вот уровень. Это очень важно. Если вы, конечно, уже все равно замочили и что-то у вас случилось, полезла пена, единственный выход это вот так ее продуть, а еще лучше разобрать и все протереть заново. Значит, следующее, что еще, это вот эта вот насадочка. Она надевается и снимается прямо в процессе выступления. Очень быстро приставили, раз, все, насадка на месте. 2, насадка снята. Раз, насадка на месте. Насадка снята. Вот, это вот об эксплуатации, Что я рекомендую вам? Рекомендую периодически промывать вот эту вот ткань, потому что она забивается со временем и пены становится меньше. Промывать ее нужно. И сейчас давайте начнем, наверное, о самом таком распространенном вопросе про заправку баллонов. Многие не знали, что они заправляемые. Баллоны, которые ставятся внутрь трубки, они заправляемые. Заправляются они вот такими вот баллонами. Баллоны эти продаются везде, где продают зажигалки, сигаретные какие-то табачные ларьки, сувенирка, где хорошие зажигалки продают, это газ для зажигалок. Вот здесь, по-моему, даже так по-русски и написано, если я не ошибаюсь. Аэрозоль, туда-сюда, газ для зажигалок, ничего такого сверхъестественного не пишут. Важно обратить внимание вот на эту вот насадочку. В комплекте к этому баллону, который вы купите, должна идти вот такая вот насадка. Вот здесь вот сейчас, наверное, будет видно, вот здесь вот есть вот схема даже, конкретно этого баллона, видите, показано, как надо заправлять, все на баллоне уже нарисовано вообще для вас. И я вам советую. Кстати, посмотрите вот на название этого газа, вот у них в комплекте есть вот эти вот баллончики. Можете, кстати, загуглить в интернете и найдете. И у компании Luxlite, это производитель наших баллонов, тоже есть баллоны, которые, такие большие имеется в виду, которыми вы можете заправлять вот этот баллончик.
Кстати, я сразу вам хочу сказать о том, что вот этот вот баллон, он, ну, в любом случае он будет являться расходником, хоть он и заправляемый. Он служить может достаточно долго, если с ним хорошо обращаться. Я сейчас покажу, что это значит хорошо обращаться, да, аккуратно. Но все равно рано или поздно вам придется эти баллоны менять. Я хочу сказать, что эти баллоны встречаются в каждом городе. Даже в Ашане они как-то одно время были. Они продаются тоже вот там же, где продаются вот такие баллоны. Вы можете зайти на сайт вот этой вот компании и заказать через интернет у них эти баллоны. То есть это не проблема. Ничего в этом такого там сверхъестественного нет. И ну, какую-то гарантию на баллон мы вам дать не можем, мы ее не производим. Это расходный материал. Как можем дать гарантию на баллончик, который производит совершенно другая компания? Он вообще не предназначен для заправки. Он изначально, да, он не предназначен для заправки, но я заправляю, я пользуюсь, и все в порядке. Значит, смотрим. Берем вот этот баллон, берем этот баллон. Ну здесь вот видно. Вставляем пипочку вот сюда и нажимаем. Потихонечку нажимаем, потихонечку газ течет. Течет. Вот у меня вот сейчас течет медленно. Я вам объясню, почему. У меня заела вот эта вот штучка, она, там очень маленькая дырочка, ее надо было изначально чуть-чуть подрезать. Ну, эту дырочку можно иголочкой проковырять, чтобы посильнее пошел газ. В общем, засовываем и заправляем. Что-то не хочет. Ну, вот так бывает, в принципе, ничего страшного. Смотрите, какую-то часть мы заправили, я не буду на это отвлекаться. После заправки возьмитесь вот за этот кончик, чуть-чуть его вытяните оттуда. Вообще на него давить до одури не рекомендую, вы его точно тогда сломаете, он у вас туда западет и начнет травить газ. В принципе, ничего страшного, просто заправленный баллон до мероприятия доезжать уже не будет, это значит, что нужно будет менять. Чисто в теории, можете потом, если вдруг так случилось, заправили перед мероприятием и поехали. Вот. Это что касалось баллона, про него я сказала. Ну вот они, новые баллончики, да, вот так он выглядит. Давайте на этом попробуем заправить. Вот на этом, видите, на этом сразу потекло. Возможно, уже просто тот баллон достаточно старый и вышел из строя. Вот, значит, про заправку мы разобрались. Сейчас я расскажу вам о такой тонкости. Такой тонкости, как вот эта вот кнопочка. Вот здесь вот на этой вот кнопке расположена резинка. Вот она. Эта резиночка, она отвечает за плотность того, как входит эта кнопка и будет ли она выпадать при падении или нет. То есть вообще в идеале вы должны добиться ситуации, когда вот вы вот так вот трясете, там падает. В общем, когда у вас падает трубка, из нее вообще ничего не должно выпадать, по идее, да? Но по факту эта резинка со временем она может усыхать, в процессе эксплуатации она может затираться, и она ослабевает. Соответственно, может так случиться, что вы переворачиваете, а кнопка выпала, или у вас трубка падает, и кнопка выпала. Значит, нужно это дело нам отредактировать. Что для этого требуется? Ничего особенного, нужен вот веерочек ниток и шило. Вы берете аккуратно, не протыкая, естественно, резиночку, вот так вот ее подцепляете. Вот я ее подцепила. Вот сюда вот ее аккуратненько вот так вот раз, отогнула, сдвинула, да? Подожди, остановись. Ага, показываю. Сдвинула. Беру нитки. В идеале черные. У меня сейчас серые. Сейчас мы кончик ниточки найдем. Вот он. Попробуем с другой стороны дойти. Да, пока тут Алексей нас обойдет с другой стороны, покажет нам. Вот таким вот образом вы наматываете. Обычно достаточно где-то, я не знаю, там 4-5 оборотов, иногда больше требуется. Я сейчас оставлю один оборот, чисто для чистоты эксперимента, да, потому что у меня кнопка в этой трубке конкретной стоит очень хорошо. То есть сделаю маленечко неэстетично, подслюню, потому что вариантов все равно у меня нет.
Обычно это так и делается. То есть ниточку подмочить, чтобы она лучше легла. И дальше аккуратненько берем вот эту вот резиночку. И ее обратно, оп, опустили. Ну, если где-то ниточка осталась, ну, отрежете ее ножницами. У меня сейчас ножниц под рукой нет. Значит, давайте вставим снова баллон. Снова туда. Сейчас у нас пойдет, кстати, кнопочка потуже. Вот уже ощущается, я ее аккуратненько туда углубила. Все. Все эксплуатируется. Еще один момент, где может помешать история с неплотно сидящей вот этой вот кнопкой. Когда вы наденете нижнюю насадку и начнете делать пену, если у вас вот здесь вот сильно большой зазор, придется очень сильно дуть. Потому что воздух будет мимо проходить, а не туда, вот откуда должна пена полезть. Это тоже такой момент, поэтому нужно, чтобы вот эта вот штука сидела плотно. Это тоже важно. И сейчас я перехожу. О, кстати, да, про пену еще я не сказала, сразу вам скажу. Обмакнули, и не вот так пенка не полезет точно, а прям хорошо прижавшись губами, вот таким образом, вы дуете. Вот я сейчас дую, и абсолютно не чувствую, что мне в обратную сторону воздух идет по лицу, то есть вот из этой вот щели, так не должно быть. Еще момент инструкции, как вам нажать правильно на кнопочку, чтобы газа много не расходовалось, тоже я хотела сказать. Важный момент. Вы ставите в жидкость примерно вот на такой вот уровень, как мы с вами договорились, сантиметр, максимум 2. Можно прижать, если у вас такой уровень раствора в поддоне. Если уровень раствора в поддоне у вас там меньше, вы можете поставить просто на стол. Это тоже допустимо. Поставили на стол и чуть-чуть аккуратненько пальчиком, не закрывая никаких дырок, ничего этого делать не нужно. Аккуратненько пальчиком вот так вот сделали, раз, и все. Наверное, было видно, что тут чуть-чуть дымочек такой пошел, это газ. Хоп, все, теперь можно обмакнуть и дуть. Либо, ну как я обычно делаю, я сразу ставлю в жидкость, нажимаю и, собственно, надуваю. Вот таким вот образом. Что пузырь большой не надо надувать. Да, у нас в трубке так она рассчитана, так она сразу была запланирована. Лимитированное количество газа может храниться. Пузырь вы можете надувать размером вот такой. Больше надувать пузырь смысла нет, он будет у вас... Ну, 5 сантиметров высотой, наверное. А если больше? Я вот про это сейчас как раз и говорю. Если вы будете делать пузырь больше, то в этом случае смесь газа и воздуха будет такая, что гореть он практически перестанет. Наоборот, пузырь будет не такой яркий. Поэтому вот в таком формате и действуйте. Если все-таки вам вот очень необходимо надуть большой пузырь, да, с газом, ну, например, на световом столе, хотя я не знаю зачем, как бы на мой взгляд это крайне опасно, но все-таки если вдруг это необходимо. По тому же принципу нажали, надули, выдули какой-то определенный пузырик, потом уже в этот пузырик чуть-чуть можете добавлять, по чуть-чуть, так пух-пух-пух-пух, по чуть-чуть. Но это рискованно, и трубка на это не рассчитана, но я вам рассказала. Значит, дальше. История с насадкой. С ней что может произойти? Ну, самое страшное, что с ней может произойти, это то, что со временем постепенно из нее вот эта вот мембрана, да, вот эта вот ткань, начнет вылазить. Я сейчас искусственно состарю эту штуку, то есть просто вот так вот возьму другую трубку. Ну и понимаете, да, что я сделала? То есть просто много воды, и вот она вот начинает быть вот такой вот, ну, не очень красивой. Что сделать, чтобы это исправить? Ну, опять же, берете шило или какой-то нож и аккуратненько вот сюда, вот в эти вот штучки, ее можете туда начать вправлять обратно. Вот, я ее вправляю. Заправлять. Ну, можно заправлять сказать. Все, вот она туда входит, вошла. Ну, практически вот все. Натяжение восстановлено, да, на основу у нас натянуто. Можно еще более идеально это сделать, но сейчас как бы не суть. Главное, что я объяснила. Если эта тряпочка вот эта, пришла в негодность, ткань растянулась, стала там, я не знаю, порвали вы ее, гуляли свадьбу, порвали 3 баяна, то тогда вы можете ее заменить.
Это нормально. Вот здесь стоят вот такие болтики. Винты. Винты, Алексей говорит. Стоят винты. Они для шестигранников. Сейчас покажу, что такое шестигранник. Расскажу, где его купить. Их нужно будет раскрутить. Давайте про шестигранники. Вот они. Вот это набор шестигранников. Это вот такой ключик. У него кончик, вот он шестигранный. Они продаются в магазинах для велосипедов, где все, ну, где по ремонту всякие штуки. Вообще штука распространенная очень, просто, ну, как-то вот мы, честно, я про шестигранник особо ничего не знала, на велике не езжу. Ну, вот они, мы берем самый маленький, здесь написано 1,5, вот я его достала, такая вот маленькая палочка, вставляю сюда и начинаю аккуратненько раскручивать. Его нужно только ослабить, не надо до конца. Вот, Алексей говорит, можно только ослабить. Ну, давайте только ослабим, то есть в обратную сторону. Главное, не закрутить его туда слишком, хотя все равно сильно глубже, чем сильно не засунете. Сейчас я раскручу. Я вам сразу, да, говорю, что я не особо мастер, фломастер. Я больше по пузырикам. Ну, сейчас мы посмотрим внутреннее устройство, да, данного изделия. Я раскрутила, попробую достать. Достаю тряпочку, ткань, достаю вот такое кольцо. Вот. Мы видим перед собой кусочек флиса черного. Идете в магазин, покупаете флис, вырезаете, также вставляете и сюда его, ну, не особо я мастер по сборке, сразу вам, да, скажу, но, конечно, наверное, я не так идеально это буду делать, да. Все, вот мы сюда вставили, вставили. В общем, все это аккуратно подпихивается. Я думаю, что лучше это делать, вот мне привычнее это было бы делать, наверное, ножом. Не знаю, как-то вот мне шила не мой друг, наверное, потому что я девушка. В общем, общий смысл ясен. Дальше просто вы до конца это все вставляете и винтики закручиваете обратно, все встает и, собственно, можно пользоваться дальше. На это не буду тратить время. Наверное, по огненной пенной трубке это вот все вопросы самые распространенные. Еще раз напомню, основной момент, который меня всегда беспокоит в плане этой крышки, что вы ее и скручиваете вот так вот выкручивающимися вот такими вот движениями. Раз. И засовываете либо скручивающимися движениями, либо вот так вот очень аккуратно туда-сюда, мелкими. Вот. Ну и берегите баллоны. Да, еще одна важная вещь. Вот с тканью вместе с накрученной, да, вот с этой вот штучкой, нельзя хранить и во время шоу держать в воде, потому что вот здесь вот создается такой эффект пробки. Не сможете вы потом продуть пену. Очень мелкие получаются у нас ячейки у ткани, они забиваются жидкостью и создается ощущение, как будто вот пленка там. В общем, ни в коем случае этого делать нельзя во время выступления. Вы взяли насадку, надели, потом обмакнули, потом начали дуть. Обмакнули, начали дуть. И хранить ее в стакане с раствором не стоит.